Здравствуйте! Канал Masters of Body вас приветствует снова. И сегодня по вашим многочисленным заявкам мы опять раскроем тему спортивного питания, опираясь на предыдущий выпуск, смотрите по ссылочке, и расскажем, какие продукты есть в мире спортивного питания, как их лучше скомпоновать. В общем, более детально подойдем к каждому виду спортивных продуктов. А спонсором нашего сегодняшнего выпуска выступила компания PowerZone, один из крупнейших и надежнейших поставщиков спортивного питания в Украину. Бренд, на фоне которого мы будем показывать вам и рассказывать о спортпите, сегодня в основном VP-Lab. Это молодой, но очень перспективный, качественный бренд, не только на рынке Украины, но и на рынке Европы. Достаточно большой ассортимент, своевременные поставки и зарекомендовавшее себя очень хорошо качество. А в конце выпуска компания PowerZone предоставит для вас призы на наш небольшой конкурс, поэтому досмотрите нас до конца, ставьте лайки и будет вам полезные приятности. Так, начнем, друзья. Первая группа товаров, которую мы представили вашему вниманию в предыдущем ролике, это были так называемые класс стройматериалов, в которые входили гейнеры, протеины, аминокислоты, там батончики мы вам показывали, но сегодня, к сожалению, нет. Вот. И сейчас подробно разберемся, поговорим о каждом из этих продуктов. И первый, самый, наверное, который попадается начинающим спортсменам, это гейнер. Андрей вам расскажет. Гейнер предназначен для больше людей, которые хотят набрать общий вес. То есть начинающий спортсмен, помимо своего питания, он использует это как дополнительный источник. Что такое гейнер? Здесь больше углеводов, чем белка. И когда у человека недостаток в питании, он не заменяет, а дополняет этот гейнер к своему основному питанию. Но есть иногда моменты, когда по роду своей деятельности вы не сможете принять полноценный прием пищи, тогда вы используете его как один из приемов пищи. Поэтому это хороший заменитель. Если у вас не получилось покушать, никакого перекуса. Альтернатива. Альтернатива, да. Никакому сникерсу, никаким там другим продуктам. Во-первых, это качественно, это быстро усваиваемо и это полезно. Да, это менее вредно, чем любой читмил, так называемый, в кавычках, и даст вам больше заряд энергии за счет углеводов и стройматериалов, и сбалансированных витаминов. То есть это полностью сбалансированный комплекс. Для начинающих самое оно. Следующий продукт, наверное, самый распространенный, это же, конечно же, протеин. Андрей? Протеин – это очень универсальный продукт, он подходит всем категориям людей. Неважно, каким видом спорта вы занимаетесь, какую физическую нагрузку вы ведете, вы его используете тоже как дополнительный источник белка к своему основному рациону. Мужчина, женщина, подросток, взрослый человек испытывает физическую нагрузку, не имеет возможности вовремя принять прием пищи, он использует этот продукт. И не просто не имеет возможности вовремя принять, а как дополнение к своему рациону питания. Тоже легко усваивается, легко растворяется. Это лучше, чем любая другая связка продуктов, которая может быть куплена в супермаркете. Как правило, протеин имеет несколько источников получения. То есть самый распространенный это сывороточный. Он считается самым легко усваиваемым. Как Андрей уже сказал, дополнительный прием белка. То есть вы рассчитываете свой рацион, который потребляете из мяса там, и других белкосодержащих продуктов, и дополняете уже одним, двумя, тремя коктейлями. Это уже каждый спортсмен, в зависимости от своего уровня и от пожеланий тренера или рекомендаций тренера, дополняет этим продуктом свой рацион. То есть кто-то на ночь, кто-то днем, кто-то между приемов пищи. Поэтому самый универсальный. Если человек полный и он сидит на, так скажем, диете, то он может использовать этот протеин в качестве основного приема пищи, и это более сгладит ему его жесткую диету. Да. Согласен, от всех сторон. Конечно же, маркетологи производителей различных не отстали от других компаний и начали выпускать на основе белковых продуктов различные комбинации, такие вот как шейки разные, протеины, как для женщин уже назвали. Здесь у нас что, Андрей? В шейке это идет микс. Здесь и протеин, и комплекс витаминов, и даже есть гиалуроновая кислота, которая это уже здесь, вот, в женском. Да, в женском, да, кстати. Да. Это отдельный подвид.
То есть, что такое шейк? Это протеин с дополнением еще... Ну, здесь акцент, в общем, сделали на Да, витаминный витамины. комплекс, а здесь, так сказать, написали Ультра Women's. Тут есть у нас L-карнитин, якобы для похудения, и гиалуроновая кислота. То есть это уже подвиды в каждой компании, у каждого производителя. Мы сейчас говорим не конкретно за Vipilab, а вообще за различные фирмы. Есть различные виды протеинов. Есть даже, у нас сейчас не представленный уже кулинарный протеин, который используют для выпечки, для различной, чтобы повысить белковый индекс того или иного, к примеру, там, панкейка какого-то, кекса там, или запеканки. Поэтому все это очень полезно. Следующий элемент строительных материалов – это аминокислоты. Что же это такое? Это элементы, которые составляют, собственно говоря, белок. И поэтому они усваиваются чуть быстрее нашим организмом, нежели просто протеин. Существует несколько форм аминокислот. Таблетированные, они более дешевые и они усваиваются организмом дольше. Следующий вид это порошковые, которые растворяются в воде и усваиваются быстрее, чем таблетированные. И самые быстро усваиваемые, дорогие, это жидкие аминокислоты. Они еще и вкусные. Да, они еще и вкусные. Но также еще изобрели и в виде жевательных конфет, которые за счет приятного вкуса и слюноотделения усваиваются моментально. Через ротовую полость, совершенно верно. Пока вы их жуете, то есть усваивается уже через стенки ротовой полости, через гортань. Ну, это просто вкусно. Это более приятный, так сказать, больше маркетинговый ход. Ну и в любом случае, любая ценовая политика найдет своего покупателя, и неважно, таблетированные они или жидкие, или жевательные, вы все равно получите желаемый результат. Да, здесь, как правило, вариант, вернее, результат придет от системности. То есть, если вы уже хотите все-таки сделать длительный курс, допустим, массонабор, и бюджет у вас немножко ограничен, то таблетированные за счет более доступной бюджетной стоимости, они вам будут более приемлемы. То есть, да, если это, конечно, начинающий спортсмен, и вкусовой эффект для него более важен, жидкие будут усваиваться легче, ну, этот порошковый вариант более универсальный, его могут пить и мужчины, и женщины, наколотил себе в шейкер, в бутылку на тренировку перед сном, пожалуйста, ну и жевательные уже. Их большой плюс Для подростков. не только. Их большой плюс именно в удобстве транспортировки. То есть их всегда можно употребить, неважно, в троллейбусе или в трамвае, в машине. Достал, поел там за полчаса, за 15 минут до тренировки. Они всегда под рукой, не требуют воды, чтобы их запить. И не требуют, допустим, тары или стаканчика, чтобы их разводить. То есть, в принципе, очень удобный для повседневного ношения. Иногда люди перемещаются между двумя спортзалами. Поэтому тоже очень удобная современная форма выпуска. И следующая группа спортивных товаров, как мы говорили, опять же, в раннем нашем выпуске, это стимуляторы. То есть, что такое стройматериалы? Да, они есть, они существуют, но не думайте, что чем больше вы будете есть протеина, чем больше будете им закидываться, он весь усвоится, вы вырастете. Нужен препараты, вещества, добавки, которые помогут усвоить, то есть будут стимулировать процесс усвоения. И самые основные, на наш взгляд, да не только на наш, это креатин и трибулус. Андрей вам расскажет, что такое трибулус. Tribulus terrastris – это трава, которая помогает, повышает ваш собственный тестостерон. Благодаря этому у вас появляется сила, выносливость и, естественно, мышечный объем в ходе тренировочного процесса. Принимается этот препарат вместе с приемами пищи. Он также способствует восстановлению, хорошему самочувствию, потому что мужской тестостерон это и есть и хорошее настроение, и самочувствие, Да, это важный гормон. жизнь. Это самый важный гормон в организме мужчины. Поэтому очень рекомендуем, это очень полезная, а самое главное это безвредная добавка. И креатин. Креатин моногидрат. Вот у нас он предоставлен в виде капсул, в виде порошка очень мелкого помола. Он осуществляет гидролизацию мышечной клетки. В принципе, в организме в нашем нас его вырабатывает печень. Также мы его употребляем получаем в результате потребления мяса в пищу. Но для чего нужна добавка? Вы скажете, можно мясо. Такого количества мяса человек, в принципе, не каждый может съесть, себе позволить. Это около, по-моему, до килограмма в день надо. А тут 5 грамм, как правило, дневная доза креатина. То есть она уже сформулирована в этих добавках.
обеспечит гидролизацию мышечной клетки, как я уже сказал. В свою очередь клетка станет сильнее, вы сможете произвести, как и после воздействия, больше физической качественной работы, то есть запустить анаболизм, и тогда количество белка, которое больше будет усваиваться, соответственно, будет прирост в качественной мышечной массе. Вот. И после этого, естественно, пойдет прирост в силе. То есть это все прямо пропорционально. Следующая группа товаров – это так называемые предтренировочные добавки. Название говорит само за себя. Их принимают перед тренировкой. И начнем с L-карнитина. Это аминокислота. Также у нас содержится в организме. Выведена в отдельную добавку. Что она делает? Обеспечивает транспортировку жировых клеток. Наши митохондрии, клетки наши. То есть это наши электростанции. И эту жировую клетку раскладывает и дает нам дополнительный источник энергии. Благодаря этому для сердца получается более щадящая работа, то есть даже полезно для сердца. То есть это абсолютно безвредно. Самый мягкий, если можно так сказать, предтреник, который полезен и женщинам, как правило, его используют для похудения, и вообще людям с излишним весом, которым надо с этим весом бороться и не перегружать сердце. Молодым, пожилым, то есть самое безвредное, наверное, самое полезное, даже не просто безвредное, а полезное, вот, Sugar Free. Также существует нескольких форм выпуска. У нас жидкая, самая дорогая, самая вкусная, бывает капсулированный и, наверное, все-таки пореже таблетированный L-карнитин. Чаще в капсулах, капсулы и жидкая форма. Также есть много производных, то есть усиленных формул, там где добавляются еще различные ингредиенты. В общем, для большего эффекта. Ну, это основополагающие. Про следующие две вам расскажет Андрей. Следующее идет, скажем так, по нашей номинации, это L-аргинин. L-аргинин, он дает кислород в мышцу сердца. За счет этого во время тренировочного процесса на данную мышцу у вас количество крови, закачанной за счет упражнения, увеличивается в 2-3 раза. Очень полезная добавка, особенно для мужчин. Также он стимулирует мужскую силу. И тяжелая артиллерия – это предтреники, содержащие в основной своей составе кофеин. Также они еще содержат много других ингредиентов, которые способствуют получается центральную нервную систему немножечко возбуждать. Аргинин, альфа-кеталогин, в общем, да, богатые составы, которые повышают, тоже наполняют мышцу сердца кислородом и также дают вам не только энергию, но и хороший памп, так сказать. Мышца, прилив крови идет в 2 раза больше. Смотрите, если ваша центральная нервная система не требует излишней стимуляции, некоторые ребята молодые сейчас начинают использовать буквально перед каждой тренировкой. Мы не рекомендуем злоупотреблять такого рода предтрениками. То есть, да, бывает конец недели, бывает час Ч. Человек готовится к соревнованиям, ему очень важно эту тренировку провести на высокоинтенсивном уровне. Но начинающим спортсменам, особенно молодым людям с нормальной центральной нервной системой развитой, которая хорошо реагирует и взаимодействует с мышечными группами со всеми, то есть не злоупотребляйте этой тяжелой артиллерией. Да, можно использовать более прошлое. Лучше выпить чашечку кофе, если вы уже действительно сонный, или дать большую разминку, кардиоразминку, статическую разминку, растяжку, что угодно. Но не злоупотребляйте, мы как бы не рекомендуем. Это так, запасная пилюля. Мы, опять же, как сказал Костя правильно, мы не рекламируем, мы вам рассказываем, как можно это сделать. Но если у вас есть возможность, силы, энергия, то обходитесь крайне редко именно с вот этим препаратом. И следующее небольшое отступление у нас будет по поводу L-глютамина и БЦАШ. После прошлого выпуска некоторые наши слушатели возмутились, почему мы L-глютамин не добавили в группу стройматериалов. Вот. Также БЦА мы вынесли вместе с глютамином в отдельную группу. Сейчас Андрей объяснит подробнее, что это такое и почему оно у нас находится на отдельной позиции. Начнем с L-глютамина. Значит, мы специально не внесли это для того, чтобы очень много противоречий в этом вопросе. Я считаю из своего опыта, из практики, L-глютамин это аминокислота, которая необходима в больших количествах. И в одном продукте столько ее организм ваш не усвоит. И эта аминокислота очень хорошо способствует восстановлению после любой физической нагрузки. Подчеркиваю, любой, не только тренажерного зала. Поэтому, чтобы восстановиться, нам надо
что сделать? Покушать и отдохнуть. И вот после еды, во время отдыха, а самый главный отдых и восстановитель происходит когда? Во время сна. То есть принимается он во время тренировочного процесса или любой физической нагрузки, после физической нагрузки и на ночь. Вот тогда вы ощутите максимальный эффект. Именно поэтому мы не внесли эту называемую аминокислоту в разряд строительных материалов, потому что ее функция более узкая, как на наш взгляд, и БЦАшки. Они, конечно, участвуют в построении, но вот Андрей объяснит, почему мы отдельно именно о них говорим. Очень много задавали вопросов по поводу, когда пить, после чего, почему пьют во время. Я считаю, если логически разложить это все, эти три незаменимые аминокислоты, изолейцин, лейцин и валин, они есть у нас в продуктах, но наш организм их не синтезирует, поэтому их надо принимать извне. И после, опять же таки, физической нагрузки они дадут максимальный эффект. И перед сном они являются очень хорошими восстановителями. Также хочется добавить, почему-то некоторые люди, некоторые спортсмены, именно на БЦАшках циклятся. И когда задаешь вопрос, почему же ты именно после днем, например, если у человека тренировка днем, пьешь не полный комплекс аминокислот, который включает в себя ВЦА, а отдельно ВЦА, многие не могут ответить на этот вопрос, не понимая как бы их прямого и более сильного предназначения. И во время тренировки. Зачем пить во время тренировки то, что должно восстанавливать после тренировки? Ребята, это все коммерческий проект. Вы должны, как по мне... Я думаю, это даже не сколько коммерческий, а недостаток информации. То есть где-то кто-то запустил этот бренд БЦА, как будто это какая-то магическая пилюля. Но на самом деле это всего 3 названия. То есть есть полный комплекс аминокислот, где входит туда же. И часто, зачастую, входит БЦА. То есть и употребив его в течение дня, вы получите гораздо больше пользы. И как Андрей говорил, восстановление. То есть почему рекомендован он именно перед сном? Потому что он является, комплекс БЦА, хорошим антикатаболиком. То есть процесс ночного разложения мышечного белка благодаря БЦАшкам будет тормозиться. Поэтому Андрей упомянул о том, что надо принимать их именно перед сном. Это самый главный, наверное, прием их будет. Ну и у кого тяжелая тренировка или там не хватает обычных аминокислот, после тренировки, можно. Но не во время бодяжить их в бутылку, извините, пить. Это будет, как говорится, дорогая моча, выброшенные деньги. Вреда не будет, но можно использовать их более эффективно. А использовать вот эти комплексные аминокислоты в течение дня. Правильно. А теперь отдельный вид, это у нас идут витамины. Витамины есть комплексные в составе, и витамины, и микроэлементы. Есть вот витамины отдельно для женщин, комплексные, отдельно для мужчин. Это для людей, кто ведет активный образ жизни и не хочет заморачиваться. А есть отдельно витамин D3, С и комплекс группы В. Также микроэлементы. Вот эти все витамины, они являются хорошим источником работоспособности и повышают ваш иммунитет. Теперь перейдем к следующему виду товара. Это коллаген. Что такое коллаген? Коллаген — это очень нужная, эффективная добавка для людей, как для мужчин, так и для женщин, которая способствует повышению с возрастом, улучшению волос, ногтей и кожи. Это обязательно, так как процесс старения никто не отменял, поэтому я рекомендую вам употреблять их постоянно. Они также содержатся в порошковой форме. И лучше, конечно, вот в жидкой форме. Принимаются с утра натощак 1 раз в день. Скажу из своего опыта, через определенное количество времени они реально работают, и кожа, волосы и ногти становятся гораздо лучше. И дальше, после того, как Андрей вам рассказал про витамины, естественно, в нем вниманием и омегу. Омега ненасыщенные жирные кислоты 3, 6, 9, есть просто рыбий жир. То есть омега-3, разные омега-комплексы, это все тоже очень полезно, влияет и на улучшение работы клетки, и на улучшение вывода холестерина, то есть очень много положительных факторов, не будем сейчас о них отдельно, просто также добавляется некоторым людям по рекомендации доктора, некоторым после того, как сдадут анализы или по рекомендации тренера, все это также относится к линейке Healthline, который полезен для здоровья. И одна из самых главных, наверное, на наш взгляд, добавок — это Джойман комплексы, то есть препараты,
которые улучшают и восстанавливают хрящевую суставную ткань. Как правило, сюда входит глюкозамин, хондроитин и МСМ. То есть разные концентрации, но в сумме они должны быть не меньше, чем где-то 1200, допустим, хондроитина и 1500 глюкозамина на дневную дозировку. Пьется курсом, восстанавливает, как говорю, хрящевую суставную ткань. Полезно не только даже людям-спортсменам. Некоторые наши знакомые брали для своих родителей, то есть для людей, которые в возрасте. Рекомендовано, не дожидаясь, пока у вас начнутся проблемы с суставами, иногда принимать профилактически, для профилактики. Там, возможно, в некоторых препаратах дозировки будут меньше. То есть все это группа препаратов Healthline, витамины, коллагены, различные жирные кислоты, хондропротекторы. Это все для вашего здоровья. В дальнейшем мы расскажем, сейчас чуть попозже, как это все можно комплектовать, компоновать для разных целей, для разных задач. Вот. Пока что наш общий обзор вот на этом приостановим. Итак, как мы обещали, попробуем предложить вам несколько вариантов компоновки спортпита для различных целей. Первое, возьмем начинающих спортсменов, как правило, это худощавые подростки, ребята, которым нужно набрать общую массу, не только мышечную, вообще. То есть для этого, естественно, основой выступит стройматериал в виде гейнера, который как будет являться дополнительным приемом пищи. Потом креатинчик, который будет насыщать гидролизацию, то есть обеспечивать мышечные клетки. Трибулус, который будет увеличивать силовые показатели. И, как мы уже сказали, не забываем про здоровье. То есть берем просто комплексные витамины, которые человек будет употреблять, к примеру, каждый день по одной таблетке. Для начинающего спортсмена, в принципе, этого варианта будет вполне достаточно. Естественно, забегая наперед, предвидя вопросы, кто-то скажет, можно аминки давать, все можно. Можно весь этот стол употреблять. Мы лишь предложим несколько вариантов. Еще раз говорю, если спортсмен начинающий, его силовые показатели не будут такими громадными, чтобы закидываться аминокислотами с утра до вечера и огромным количеством протеина. Акцент все равно нужно будет делать на сбалансированное питание. Поэтому один из самых небольших комплексов, не будем забывать о бюджете, то есть не всем начинающим спортсменам это будет как бы просто и легко доступно, учитывая тяжесть времен. Поэтому комплекс number one. Второй комплекс будет направлен как для мужчин, так и для женщин, которые ставят себе цель изменить свое тело, то есть приобрести качественную мышечную массу. Значит, для мужчин, для женщин, неважно, основой будет являться протеин. Специально вам показываю ультравумен или простой вей-протеин. В принципе, и тот подойдет и мужчинам, так и женщинам. Далее, если это мужчина, то ему креатин. Женщинам не всегда он как бы нужен. Все-таки женщина существо более нежное с трибулусом. Это более мужской как бы приоритет. А для женщин можем порекомендовать в этот комплекс использовать L-карнитин. Он будет являться и как дополнительным источником энергии. И также витамины, которые также это могут быть обычные комплексные витамины. Или же ультравумен, то есть женская формула. Если же женщина уже не первый день тренируется и все-таки еще ищет все варианты, понятно, сюда можно для женщин добавить и коллаген, и аминокислоты. Но это уже, опять же, верхнего предела нет. Это такой распространенный среднестатистический комплекс. Ну и, естественно, не обойдем вниманием спортсменов более высокого уровня. Также будет входить в комплекс обязательно протеин, также будет трибулус, также сюда будет входить креатин, обязательно витамины. И, естественно, сюда надо будет добавить аминокислот. Возможно, какие-то аминокислоты будут в течение дня. Может, это будут жидкие аминокислоты там, перед тренировкой, во время тренировки для более быстрого восстановления, если нагрузки высокие. ВЦАшки, которые он будет пить обязательно на ночь, так как у человека этого, как правило, больше 3 тренировок в неделю, восстановлению надо будет уделять больше времени и внимания. Поэтому полный комплекс, не говоря уже о аргининах или о глютаминах, которые также сюда будут входить. Еще раз говорим, это самые простые как бы вариации. Люди, которые давно в спорте, для себя уже составили такие списки, поэтому их можно дополнять, не судите строго, урезать. Все зависит от вашего бюджета, от ваших возможностей и от ваших целей, в конце концов. То есть небольшие различия допустимы, нужны, экспериментируйте, пробуйте, ищите свои продукты, которые будут непосредственно на вас влиять положительно. Теперь внимание, как мы говорили в начале нашего выпуска, объявляем небольшой конкурс. Нам приходит очень часто много ваших вопросов, и мы решили посвятить этим вопросам целый выпуск.
Поэтому в ближайшее время, в течение месяца, ждем активно, задавайте нам ваши вопросы. Мы соберем их в отдельный список и посвятим ответу на ваши вопросы специальный отведенный выпуск. И самые интересные, на наш взгляд, вопросы будут удостоены этих скромных призов. Хотя это еще не предел, возможно, наш спонсор там еще нас кое-чем обрадует. Поэтому люди, которые зададут самые интересные вопросы, на наш взгляд, будут награждены этими подарками. Присылайте, ждем. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Ставьте лайки, пишите нам свои вопросы. С вами был канал Masters of Body. Андрей Шарапов Константин Придьма и Дмитрий Журавель.